Жил-был в одном городе парень по имени Антон. 10 лет он колдовал над автомобилями, красил их, чинил, а сам разъезжал на старенькой полноприводной Тавре, которая, казалось, была собрана из надежд и пластиковых стяжек. Антон всю жизнь мечтал о дорогом автомобиле, но, к сожалению, к своим лохматым годам смог накопить только на битый Porsche Macan. Хотя битый — это слабо сказано. Он не просто битый, а тотал, который выглядел так, будто его бросили в мясорубку, а потом собрали обратно левой ногой. Страховая оценила ремонт этого автомобиля в $40 тысяч, а у Антона в кармане было всего $5 тысяч. Когда он впервые увидел этот шедевр автоиндустрии, в его голове промелькнула мысль, что, восстанавливая это, можно быстрее сдохнуть. Собственно, так и родилось название проекта «Восстанови или сдохни». В предыдущей серии Антон установил автомобиль на подъемник, заменил всю подвеску, которая была похожа на петушиную голову. Поставил новые тормоза и заменил разломанные алюминиевые рычаги. Старые тормоза, кстати, были настолько изъедены шашелем, что оставлять их было нелогично. Хотя пробег был у Паршака небольшим, порядка 50 тысяч километров. Антон мастер экономии. Когда он поставил задние амортизаторы от Audi, зрители его канала чуть не взорвались от возмущения. «Как ты можешь делать такое со своим Porsche?» — кричали они. Ну как это часто бывает, одни хейтят, а другие помогают. Один из зрителей, который занимался поставкой запчастей из Японии, связался с Антоном и помог подобрать необходимые недостающие запчасти на Porsche. Итак, Антон решил купить недостающие детали подвески, которые не имело смысла брать БУ с разборки, потому что это все равно, что купить рабочие носки у сварщика. Купил и заменил шаровые опоры, наконечники, ступичные подшипники, тормозные диски и колодки. До фильтров еще не добрался, так как это будет финальным аккордом в восстановлении этого Паршака. На этом этапе уже потрачено $2500. Половина бюджета ушла, а машина все еще выглядит так, будто ее только что вытянули из эпицентра взрыва. Но Антон не сдавался, ведь он знал, что каждая царапина на этом Porsche — это перхоть из-под ногтей. И кто знает, может именно эта история станет началом легенды о парне, который смог превратить кучу металлолома в мечту. Усаживайтесь поудобнее, а мы продолжаем. Chance to speak my mind. Never thought you would hear it. Oh, and if you run, baby, I will follow every time. I show you what I'm feeling. You got me going, can't control. Fingers crossed, you take me home. So play me all night, hold me tight, keep me in the spotlight. Ну что, друзья, продолжаем заниматься Паршаком. Следующий этап — это нужно выдавить вот эту вот стойку для того, чтобы двигаться дальше. Еще, кстати, я немножко под вопросом: либо заменить, либо оставить эту крышу как есть. Конечно, заменить гораздо проще и, скорее всего, даже качественнее. Значит, что мы сейчас делаем? Нам нужно соорудить там площадку специально для того, чтобы эту крышу выдавить. Гидравлическую стойку куда-то нужно упереть. И упереть так, чтобы с этой стороны кузов не расперло, а все усилие пошло на крышу. То есть здесь должна быть прочная конструкция. Соорудим сюда такую импровизированную площадку с профильной трубы. Дальше у меня есть вот такая металлическая конструкция, достаточно прочная и очень хорошо будет сопротивляться давлению крыши. Вот, мы ее положим на профильные трубки, и она выйдет немножко за порог. Специально для того, чтобы здесь упереться в эту часть. Это одна из самых прочных частей кузова. И я думаю, что крыша поддастся только дай.
Что, стучать? Иди держи дверь, чтобы она не закрывалась. Так, ну что, включение, значит, смотрим. Крыша, в принципе, вроде бы стоит так, как надо, но, конечно, тут все печально, ребята. Все печально. Ну, в плане печально, что крышу срезать надо по-любому, потому что, видите, как распаковался металл. Тут все лопнуло, треснуло, согнуло, но тут в обратную вернулось, а то вот этот вот металл, он был вот здесь. Сейчас все стоит. Гидравлика уже ослаблена. Мы сейчас подходим к тому моменту, что нам надо снимать капот, нам надо снимать крылья и нам надо снимать все двери. После чего мы автомобиль выставляем в строго горизонтальное положение, фиксируем как-то его к бетону и только тогда срезаем крышу. Других вариантов просто нет. Если бы был стапель, конечно, мы поставили на стапель, все это отрезали. Просто если автомобиль не зафиксировать к бетону, в момент срезания крыши он может вертолетом крутануться вот так. Следующий этап, сейчас нужно будет срезать крышу, но перед тем, как срезать крышу, необходимо вырезать форточки, это раз, и во-вторых, автомобиль выставить по лазерному уровню. Я думал, что надо будет как-то к бетону его фиксировать, но благодаря ребятам с Телеграма подсказали, что тебе достаточно просто жестко поставить кузов и после чего вырезать. Даже если кузов куда-то поведет, ничего страшного, под своим весом ты его можешь приподнять, и его крутанет как тебе надо, а потом уже зафиксировать крышу. Потому что якобы крыша является тем элементом, который дает автомобилю жесткость. Понятное дело, в кабриолете там как-то внедряет все это в днище, и автомобиль становится жесткий. Но в автомобилях с жесткой крышей жесткость дает крыша. Вот я думаю, вы где-то видели, как в москвичах отрезают крышу, и автомобиль превращается в желе. Конечно же, это не москвич, но тем не менее. Попробуем, нет, тогда уже что-то будем петлять. Главное изначально выставить по лазерному уровню.
мало ли кому-то пригодится эта информация. Значит, смотрите, берем лазерный уровень. Первым делом выставляем морду. Выставляем морду, чтобы левый край, правый край стали идеально горизонтально. Вот видите, ровно линия идет по кромке моторного щита, верха его, да? Или как там лобовая рамка, не суть. Дальше. Так как морда уже стоит, грубо говоря, в уровне, нам нужно жопу приподнять в уровень. Значит, здесь берем за основу в эту высоту, ставим лазерный уровень сюда сбоку и смотрим, как идет линия. Сейчас я буду с той стороны ставить и покажу. И приподнимаем либо вверх, либо вниз. Все. Ваш автомобиль будет строго горизонтально. При этом, как можете заметить, что крыша, но она все равно небольшим вертолетом осталась. Но нас это уже не интересует. Самое интересное, что просто это на стойке не пойдет. Так как стойки мы отрежем, и напряжение уйдет. Так как вот вертолета здесь нету, потому что мы сейчас автомобиль выставили. Вот. А новая крыша, причем обрезана по самой не балуйся. Главное перехлестом все это сделать. Не просто вот так отрезал и так приварил, а перехлестом все это сделать. Ну, как кирпичную кладку вы ложите, видите? Хоп, хоп, хоп. Потом никто ж не ложит кирпичную кладку вот так вот всю. Потому что это неправильно. Должен быть обязательно перехлест. Вчера в Инстаграме написал какой-то бедолага, говорит, что вы там возитесь, нам крышу поменяли на моем Субарике за 4 часа. Значит, смотрите, объясню, что как к чему, потому что многие просто не понимают. Значит, вот здесь вот стоял этот кусок металла, так? Как делают люди за 4 часа? Они просто вот так вот обрезают и проваривают просто по кругу. Раз и два. В чем ошибка? Ну, как бы им пофиг. Раз металл, два металла, вот видно, самый толстый и самый прочный. И самый тоненький, 3 металл. Они проваривают раз и два. Лицевую часть, самую тонкую. А вот третий, самый толстый, они не проваривают, потому что подлезть туда уже невозможно. И этим как бы бедолагам пофиг. Им не важно, как будет ездить, безопасность человека, крякнет он в момент ДТП и так далее и тому подобное. Как буду делать я? Вот эту часть я снял. Здесь посередине я разрезаю. Разрезаю сразу два металла. Вот эта часть я выкидываю. Это будет часть от старой крыши. Вот это уже моя. И соединяю и привариваю. Провариваю вот здесь, провариваю вот здесь. Потом ставится этот металл и проваривается здесь и здесь. Тем самым происходит перевязка металла, как кирпичной кладки, когда вы ложите. И этот стык будет максимально надежный. Настолько, насколько это возможно. А те ребята, которые вот просто так вот отрезали и приварили, и как бы они на это болт забили, да, там за 4 часа сделаешь. Но проблема в том, что либо этим бедолагам не объясняют, владельцам, что, ну, это опасно очень, это как бы бред. Это как будто там ездить на колесе на одном болте.
Сейчас, значит, нам нужно отрезаться, но отрезаться так четко, чтобы потом это просто поставить туда, и крыша от этого не стала ни выше, ни ниже, понимаете? Сейчас мы можем, к примеру, отрезать здесь вот так, а там с размером с этим лохануться, и получится либо зазор, либо уже надо будет доотрезать. Поэтому нужно либо от крыши отмериться здесь, либо здесь, и аккуратно провести маркером и отрезать. Либо по сварным точкам. Ну, как бы сварные точки, они время от времени немножко могут отличаться. 2 мм, 3 мм. Все-таки робот это робот, где-то может он не пропетлять. Поэтому я буду, скорее всего, наверное, от крыши вот так вот отрисовываться и отрезаться. Тут что вот прям важно, тоже мало кто это учитывает. Один металл наружный, так, потом внутренний, второй и третий. Вот это просто пластина усиления. Так вот ее надо сначала канавкой расточить, чтобы в момент проваривания проварилась первая пластина и вторая. Ну, лицевая, это понятно. Вот. А если мы просто так состыкуем и начнем проваривать, мы проварим только одну пластину. Поэтому нужно сделать канавку. Сейчас мы это и сделаем. Это, к слову, о том, когда человек говорит, что типа крышу поменял за 4 часа. Ну, как можно ее поменять за 4 часа, если тут столько тонкостей, нюансов, которые, ну, если нормально это сделать качественно, у тебя займет, ну, не меньше 3 дней. И то, наверное, это если вдвоем работать. Параллельно делаем обработку 2020 года. Несмотря на то, что автомобиль оцинкованный, я сейчас пару вставочек сделаю, покажу. Машина вот покрыта мелкой ржавчиной. 5 лет уже отъездила. Пускай она не везде, но она есть. Беру светильник. Теперь. Машина 5 лет всего лишь отъездила. И то наших солей она не видела. Машина с Европы. Это я к тому, что тачки нужно обрабатывать, стараться сразу, как она съехала с конвейера, потому что грунт здесь, он очень слабенький. Она у вас гниет достаточно быстро. Так вот, если бы вы приехали на большинство обработок, вам бы просто поверху это обработали. И под мастикой бы начала развиваться коррозия. В нашем же случае мы все эти жуки снесли, потом загрунтовали и вот только тогда обработали. Покрытие было изначально в районе 40 микрон. Ну, это вообще какие-то там копейки. Ну и давайте проверим толщину сейчас после обработки. 700 почти. 500. 450. Тут еще даже мягковато немножко. Вот, напоминаю, было 40, стало 600.
Я не понимаю, почему люди полагают, что новые машины не нужно обрабатывать, они там оцинкованные. 5 лет машине, она уже пошла, грубо говоря, вся вздуваться. Именно поэтому тачку нужно обрабатывать обязательно. Потому что если машина отъездит 10 лет, и потом вы захотите ее обработать, вот поверьте, вот там уже смысла нет никакого обрабатывать, потому что она уже сгнившая изнутри. А туда пескоструй не доберется. Да, что-то вы там нанесете, может, чуть замедлит это ржавление вашего автомобиля, но, скорее всего, нет. Поэтому, если вы купили свежий автомобиль, его нужно обработать. А если вам нужно это сделать качественно, ну, в принципе, можете обратиться к нам. Мы сделаем все по высшему разряду. Итак, друзья, ну что ж, смотрите, что у нас получается. Получается у нас, что практически все отсверлено, кроме вот этой стойки. Здесь даже где-то вот с запасом отсверлено. Все сделано вроде бы вровень, симметрично. Сейчас нужно будет это сделать с этой стороны. Вот я уже там немножко начал, видите? Потом отрезаем. Здесь я отрезаю с запасом, потому что мне непонятно, до какого момента вот эту вот стойку там резать. Будем смотреть уже, скорее всего, по месту. Что хотел сказать. В очередной раз убеждаюсь тому, что порой кто-то вот без задней мысли тебе чепуху какую-то напишет, что типа, вот, мы там за 4 часа. Да чушь собачья. 2 дня вожусь, только с крышей вот. Только с крышей вожусь. При этом, что я нашел быстрый способ отсверливания точек. Точки я вытачиваю на бормашинке. Вот эта штука, в принципе, неплохо так помогает, реально неплохо. Плюс сбиваю все вот этим вот зубилом. Если бы не это зубило и не та бормашинка, я, честно говоря, не знаю. Это бы, наверное, вообще на неделю растянулось. Поэтому вот такой вот способ. И мне кажется, это достаточно быстро. А кто там за 4 часа, это вообще чушь собачья редкостная. Нормально. Нашими руками лучше и не сделаешь. Нужно отрезать. Лучше резать с запасом. Вот, к примеру, линия есть. Вот так. Ну, возьми 10 сантиметров выше, чтобы остался сантиметр в запасе. Будешь подгонять, будешь стыковать, где-то что-то подчишешь, подточишь, и будет вот так. Погнали.
Итак, друзья, товарищи, значит, что у нас сейчас происходит? А происходит у нас следующее. Крышу примерили, я с небольшим запасом, там где-то еще нужно будет подравнивать, но сейчас я хочу остановиться на вот этом узле. Вот, я его оставил с запасом, чтобы понимать, когда вот я сюда подведу крышу, где, что, как обрезать. У нас здесь 3 металла тоже. Проблема в том, что с этой стороны мы не подлезем даже приварить, мы не подлезем даже обрезать. Именно поэтому нужно ее разобрать снаружи, как вот я сделал здесь, понять, что там живое. Потом, как и здесь, мне нужно будет сделать окно, так как у нас еще один металл здесь остается. И через это окно заваривать вот этот металл. Потом заварить это окно, а потом уже поставить лицевую панель и заварить, соответственно, ее. Других вариантов здесь, в принципе, я не вижу. Я могу разобрать кусок панели внутренний здесь, но при этом я здесь такие углы, что ни болгарка здесь не подлезет, ничего здесь не подлезет. Поэтому будем делать все с лицевой части. Продолжаем. Да, пожевала ее, конечно, знатно. Металл, видите, он не мнется, он рвется. И за счет того, что он не мягкий, а скорее твердый. Вот, и когда вам говорят, типа, ой, мягкий металл такой, ой, мягкий металл такой. Здесь он мягкий, а здесь он твердый, здесь он твердый. Их несколько штук. А те, кто, ой, такой тонкий, такой мягкий. Ладно, двигаемся дальше. Так, ребятишки, значит, очень важный момент. Смотрите, вот сейчас я буду выбивать, но здесь висит вот такой острый металл. Это, блин, очень опасно. Поэтому еще глаз себе выколите. Всегда какую-нибудь тряпочку накинул, обернул и работаешь дальше. Безопасность прежде всего. Вот, теперь он стоит как палаген, ровно. А до этого был загнут на меня сюда. Все, двигаемся дальше. Так, ребята, значит, здесь, в принципе, понятно. Дальше подгоняю. Вот, допустим, среднюю стойку, так? Я вымерил, что идеальное расстояние между всеми сварными точками это 7 сантиметров. Вот куда не меряю, вот именно в этом месте, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, у них всех 7 сантиметров. То есть и здесь я делаю так, чтобы у меня было расстояние между двумя сварными точками 7 сантиметров. Таким образом мы получаем идеальный рез. Где-то подпиливаем, где-то подтачиваем, подгоняем 7 сантиметров, и это место готово к свариванию. С той стороны то же самое. Сейчас будем разбираться здесь. Так, есть еще вот такая проблема. Иди сюда, бетон. Иди, стой, стой, иди сюда. Кс-кс. Иди сюда. Смотрите, у него то ли стригучий лишай, то ли что. Вот сбоку. Иди сюда, иди сюда. Блядь, не трись об меня. На лапе, на лапе. Бля, я боюсь его трогать.
Вот, короче, на лапе, видите? Из-за чего это может быть, подскажите? Может, его надо к ветеринару везти или еще что-то? Значит, дверь даже набросил. Значит, что я вижу? Прилегание отличное, на крыше прилегание отличное. Здесь нужно будет только немножко свести. Здесь нужно будет немножко свести. Вот эта стойка немножко кривая. Здесь плюс-минус все изумительно. Так как, вот видите, здесь болты я зафиксировал. Все стало. То есть эта сторона Chicken McNuggin Everybody Come On Hindronics. И вот эта сторона, по сути, то же самое. Только вот здесь стойка вот эта вот кривая. Вот ее надо как-то сначала, наверное, раздвинуть, а потом уже монтировать крышу. Потому что, видите, она сама за себя будет цеплять. То есть я не смогу ее выдавить. Вот, ну и можно привариваться. Ну и следом навесил вторую дверь и проверяем зазор. Зазор Chicken McNuggin. Прилегание почти отличное, но сейчас оно станет еще лучше. Вот, что я хотел показать, стойка, видите? Вот здесь расстояние вот такое, а здесь уже влазит пальца 3, наверное. Вот. Ну, ничего страшного, сейчас я ее разопру и поставлю. Порой приходится прибегать к таким лайфхакам. Значит, крышу, ну, мне не получалось натянуть руками, ногами, там, чуть ли, там я уже повисал на ней, ничего не получалось. Взял стропу для крепления грузовых ремней, там прихватился к рычагу и натянул, и вот этими вот зажимами сдавил ее сюда. То есть теперь она стала как положено. Сейчас можно здесь прихваточку сделать. Ну и здесь, соответственно, тоже. Вот, но здесь пришлось такой писюлек вырезать, видите? Вот, что не сделаешь, как говорится, ради того, чтобы все получилось.
Так, со средней стойкой тоже такая вот история. Поэтому берем ремень и натягиваем до того момента, пока нас это не устроит. Так, ну что, пока Женек обваривает, расскажу пару слов. Значит, окно заварили. Все это изнутри обрабатывается вот таким грунтом цинк алюминий. Также он является провариваемым. То есть, что это значит? Если я сюда его наношу, потом сверху одеваю латку, и он будет провариваться. Ну, он, в принципе, для этого и используется. Значит, сначала, вот как сейчас показал, провариваем изнутри, потом снаружи, а потом уже закрываем полностью вот эту вот перемыкающую латку и провариваем. И по факту на этом будет и все. Значит, вот сейчас Женек обваривает. Вот важно, да, чтобы не потянуло, аккуратно все это проварить, лицевую часть. Вот. Тут уже готово. Итак, друзья, написал один человек, видно грамотный, занимается вариванием крыш, кузовным ремонтом и так далее, и хотел нас предостеречь. Но мы, в принципе, про это знали, но я думаю, для вас эту информацию я должен просто донести. Значит, смотрите, на данный момент сейчас здесь 3 металла. Внутренняя вставка, вот она видна, да? Вот, на точечную. Потом основной несущий металл и третий лицевой. Так вот, очень важно здесь, в момент приваривания вот этого вот, сделать канавку. Мы сделали где-то миллиметров 5. Для чего? Если его не сделать, когда ты будешь проваривать вот здесь, ты проваришь только вот этот металл. До вот этого вот ты уже не доберешься. Отсюда, соответственно, тоже ты не доберешься. Поэтому мы бор-фрезой выбрали где-то миллиметров 5, канавку такую, специально, чтобы добраться вот до этого. И проваривали уже вот этот вот металл через этот шов. А этот, вот этот, заварился уже сам автоматически. То есть как-то так. А он переживал то, что был небольшой здесь зазор, и мы проварили здесь только вот этот шов. А до этого не добрались.
Ну, конечно, спасибо ему за заботу, но мы об этом учли. Ну а теперь, господа, зачистка шва. Вроде бы все просто, но не так просто, как кажется на первый взгляд. В моем случае я делаю так. Первая стадия – это зачистка шва грубым, толстым зачистным кругом. Ну, то, как правило, им я зачищаю процентов на 70-80. Следом за толстым диском я его меняю на отрезной диск. Но толщина этого отрезного диска, как правило, 1,5-2 мм. Ребята, только очень важный момент, если будете делать так же, обратите внимание, зачистка происходит торцом диска. Если это сделать боком, то вы можете его согнуть и он может разлететься. Это весьма небезопасно. Отрезным диском вычищаю шов процентов на 95. Следом отрезной диск я меняю на лепестковый, градация в районе P40. И вот уже лепестковым кругом я пытаюсь вычистить шов до максимума. Но при этом стараюсь металл не сделать тонким. Только зачищаю сварной шов. Сейчас будем обезжириваться. Хочу вам сразу сказать, что если вы обезжириваетесь, обязательно делайте это в перчатках. Не занимайтесь ерундой, пощадите свою печень. Она вам скажет добрый вечер, если вы этого делать не будете. Значит, обезжириваюсь. Обезжириватель антисиликон сольвентный, аутоповский. Так, и обязательно сейчас нанесем грунт. Я буду использовать кислотный в баллоне. Это всего лишь как временное решение, потому что когда я здесь в следующий раз что-то буду делать, пока неизвестно. Это, можно сказать, как типа небольшая консервация перед следующей работой. Вот, потому что я здесь буду шпаклевать, а кислотный грунт не дружит, ребята, со шпатлевкой. Это как временное решение у меня будет. Вот, значит, берем кислотный грунт. Наносим только на открытый металл. Только на открытый. От него толку не будет, если вы будете наносить его на краску. Это не тот грунт. Тоже аутоповская фирма. Ну, грунт реально хороший. Кто-то будет говорить, что типа здесь нужен двухкомпонентный. Грунт кислотный, он всегда однокомпонентный грунт. Единственное, что в баллоне чуть меньше кислоты, так как если кислоты здесь будет больше, просто изнутри будет разъедать болот. Вот и все. Потом просто его переворачиваем. И все, таким образом он очищается. Итак, друзья, обнаружена еще одна серьезная проблема. Значит, смотрим. Вот этот вот стакан от удара. Удар пришелся именно вот на вот эту вот часть автомобиля и на эту стойку. Видите, как завалилась петля капота. Вот стакан. Вот это его часть. Вот здесь у него как салазка такая, либо верхний лонжерон, как его называют, не знаю. Проблема в чем? Чтобы его выдавить, нужно упереть примерно вот здесь. Если бы у меня был, к примеру, потолок в гараже, то я в верхнюю плиту бы просто упер и снизу
вот отсюда даванул домкратом. А вот здесь я, честно говоря, не знаю, как это сделать. Потому что вот видите, как с левой стороны стоит высоко петля, а здесь она прям провалена. Видно, да? Тут даже смяло. Вот, так что вот этот вопросик я тоже как бы не особо знаю, как сделать. Если еще с крышей как бы пропетляли, то в этом месте, не знаю, надо что-то думать, ребят. Итак, после того, как я промерил все размеры, доношу до вас следующую информацию. Значит, вот здесь уровень отличный, вот здесь уровень отличный, вот здесь уже на 1 сантиметр ниже, стакан на 1 сантиметр ниже, и вот эта вот крайняя точка на 4 сантиметра ниже относительно той. Так как мы выставили все в горизонт, это говорит о том, что нам нужно выдавливать 4 сантиметра. Все усилие прилагалось в эту сторону. Я думаю, что я тоже отсюда и начну. Буду выдавливать эту сторону. Стакан должен выйти, это место должно выйти. Вот. Но если стакан ушел на 1 сантиметр, в принципе, это как бы не критично. Здесь больше как бы нужно зазоры поймать. Если это я не выдавлю, то, соответственно, зазоров у капота не будет. Он будет тупо перекошен. Ну и эта барбитура, видно, что она имеет такой резкий уклон. С той стороны она стоит гораздо ровнее. Так, изнутри я хотел показать вам складки, которые здесь образуются. Но как бы я не делаю упор на то, чтобы эти складки выровнять. Это мне ни на что не влияет. Сейчас я сниму это крыло. Скорее всего, здесь я открою вот эту трубу и буду давить уже в верхний металл. В этот металл давить, я думаю, бессмысленно, так как я его тупо согну.
Горизонтейбл. Так, 28, 27,5, 28. Ну вот. Perfectario, everybody. Дай-ка. Цинк, алюминий. Сварки не боится, кстати. Что, мы покоцали там все? Сейчас ставим обратно короб, вот этот. Только вместо клея у нас будет герметик. Я думаю, что он, конечно, наверное, там и нафиг не нужен. Но мы его поставим. Made in France. Нифига себе. 6-го месяца. Parli français. Ну что ж, друзья, значит, смотрите, все готово. Здесь все проварено, осталось потом изнутри только обработать. Все выведено в уровень такой, как нам нужно. Крыша стоит, я за крышу тоже очень сильно переживал, особенно переживал за этот узел, не знал, как его сделать, как там проварить, но все это сделалось и все это стало так, как нужно. Двери закрываются, открываются, метки, форточки достаются, вставляются, все отлично. Следующим этапом будет делаться вот эта барбитура. Я, честно говоря, не знаю, с той стороны то же самое, как это делать, я в душе не понимаю. Если мне вот этот вот узел покупать, только крыло оно не покупается, оно продается с четвертью. Четверть стоит $2500. $5000 за две. Я буду делать это все сам. Не знаю, в душе не понимаю, как это будет происходить, как это буду высверливаться, не высверливаться. Что я хотел сказать? Вот я не знаю, как это делать, но я по этому поводу не переживаю. Того же советую и вам. Вот если мне сегодня нужно было делать это, мои мысли были только здесь и сейчас. Я думал об этом, как это делать, сделать, что сделать. Если я делаю это, я думаю только об этом. Не нужно думать о том, что тебе потом это все нужно собирать. Как тебе сделать это крыло, как тебе сделать то. Где на это все взять денег? Ты думаешь только о том, что делаешь прямо сейчас. И маленькими шажками ты продвигаешься к своей заветной цели. От чего люди лезут в петлю? Потому что на них сваливается большое количество каких-то проблем, забот. И они думают, что проще себя вздернуть, чем решать эти проблемы. Но если все делать поэтапно и по чуть-чуть, сегодня можешь это сделать, сделай это. Завтра можешь это сделать, сделай это. Не нужно всю картину в голове держать. Это я понял по своей BMW E28. Если ты будешь все в голове своей держать, психика даст трещину. Это 100%. Отсюда выгорание, отсюда депрессия, отсюда апатия. Только сегодня можешь сделать это. Берешь и делаешь. А вот когда ты сидишь, ничего не делаешь, но у тебя куча проблем, депрессия и апатия уже стучится к тебе в дверь. Так что, ребята, для того, чтобы у вас все было хорошо, нужно делать все поэтапно, по чуть-чуть, и не нужно всю картину держать в своей голове. Так что как-то так. А я вас всех обнял и заплакал. Всем удачи и пока.